У жизни есть забавный способ проверять всех нас и видеть, насколько сильно мы на самом деле хотим того, о чем говорим. Жизнь столкнет тебя с определенным уровнем противодействия. Жизнь столкнет тебя с определенным уровнем невзгод. И жизнь скажет тебе: теперь давай посмотрим, насколько сильно ты на самом деле этого хочешь. У нас всех бывают такие моменты, такие мгновения, которые либо делают тебя сильнее, либо ломают. Это может определить всю оставшуюся жизнь. Вся остальная твоя жизнь может быть определена одним простым решением. У тебя есть выбор: либо сдаться, либо продолжать идти. Мы так часто оказываемся в этих темных туннелях жизни, когда на тебя надвигаются трудные времена, и ты чувствуешь себя одиноким, чувствуешь себя в ловушке, и тебе кажется, что выхода нет. И все, что ты хочешь сделать, это сбежать к чертовой матери из этого туннеля, потому что там темно и страшно. Но если ты сможешь найти в себе достаточно мужества, чтобы остаться в этом туннеле еще немного, твои глаза вскоре привыкнут к темноте, и тьма станет светом. Я могу смириться с неудачей. Все терпят неудачу в какой-то момент, но я не могу смириться с тем, что не пытаюсь. Я не чувствую себя отвергнутым, я пытался. Как вы можете чувствовать себя отвергнутым, когда пытаетесь это сделать? Человек, который не пытался, должен чувствовать себя отвергнутым. Человек, который не пытался, должен чувствовать себя побежденным. Я пытался. Я не чувствую себя отвергнутым, я доволен собой. Я не чувствую себя виноватым, я выложился на 120%. Ты никогда не сможешь чувствовать себя плохо, когда выкладываешься на 120%. Ты не можешь позволить результатам заставить чувствовать себя ненормально. Я не псих, я воин. Я умею решать проблемы. Я не мягкотелый, я не слабак. Я не ухожу, я не сдаюсь. Я не всегда выигрываю, но я всегда стараюсь. Ты гонишься за чем-то, чего, по твоему мнению, заслуживаешь, пока не получишь это. И не имеет значения, что с тобой происходит. Не имеет значения, сколько раз тебя увольняли. Не имеет значения, сколько людей в тебя не верят. Ты просто идешь, пока не добьешься своего. Потому что если ты готов пройти через все сражения, чтобы добраться туда, куда ты хочешь попасть, никто тебя не остановит. Никто. Ты должен прислушиваться к своей интуиции. И никто не имеет права сказать тебе «нет» после того, как ты заслужишь право быть тем, кем ты хочешь быть, и делать то, что хочешь делать. Каждый человек, на которого ты равняешься, все они общались со своей семьей и друзьями, которые смотрели на них с насмешкой. Разница в том, что они продолжали двигаться, несмотря на насмешки близких и друзей. И они продолжают становиться тем, кем хотят в глубине души. Перед тем, как эти труды стали удачей, была вера. И в 5 утра каждый день, когда никто не смотрит, я тренировался, потому что верил в это. Тренировался и оттачивал свои способности в надежде, что когда-то мои тренировки сольются с возможностью их продемонстрировать. Вот это успех. И каждой его составляющей ты создаешь сам. Здесь нет ничего сверхъестественного. Все идет от тебя. И когда ты знаешь, чего хочешь, ты сделаешь все возможное, чтобы получить это. Ты будешь учиться столько, сколько потребуется. Ты не заснешь, пока не получишь знания, необходимые для того, чтобы делать то, на что ты способен. Все, что я говорю, это не сдавайся. Я не говорил «не отдыхай». Я сказал «не бросай». Что бы ты ни хотел сделать, какую бы цель ты ни поставил, все, что нам нужно сделать, это посмотреть на свои мечты. Смотри на свою систему убеждений каждый божий день и придерживайся ее. У каждого есть свой герой детства, самый большой из которых — это ты. И то, о чем ты мечтал в детстве, то, что ты представляешь себе сам. Это момент, когда ты решаешь, что я собираюсь стать всем, о чем мечтал. Это момент, когда ты обещаешь себе, что я собираюсь развиваться, я собираюсь измениться. Я собираюсь представить себя в зеркале героем, которого видел только я. Тебе просто нужно присмотреться к себе повнимательнее. Всегда есть части себя, которые ты можешь преодолеть, в которые мы боимся погружаться. Мы все измотаны во многих отношениях, но я придумал свой собственный маленький процесс, как раскрепоститься и как сделать то, что нужно. Я не собираюсь становиться прежним.
Многие из нас просыпаются и просто плывут по течению. Иногда поток не вливается в твою жизнь так, как тебе нужно. Иногда нужно остановить поток и создать новый. И единственный способ создать новый поток – это начать жить целенаправленно. Все, что ты делаешь – это цель. Если в этом нет цели, освободись от этого. Если в этих отношениях, дружбе, партнерстве нет никакой цели, освободи себя от того, что происходит. Если нет цели в том, как ты проводишь свое время в твоем окружении, освободи себя от этого. Потому что когда ты не живешь целенаправленно, ты делаешь случайные вещи. А когда ты делаешь случайные вещи, ты получаешь случайный результат. И твоя жизнь повсюду случайная. Прими меры. Лучший способ бороться с проблемами – это действовать. Чем больше ты сидишь и чем больше ты ждешь, тем больше времени ты проводишь в этом дерьме. Что-то может пойти не так, как ты хотел. Ты не получил работу, которую хотел. Ты не получил продвижение по службе. Ты можешь пойти домой и сидеть там и размышлять об этом. Но это не даст тебе никакого результата. Проанализируй, почему этого не произошло. Перестань ждать, пока тебе повезет. Не жди большого перерыва и иди туда и сражайся. Сражайся и борись. Чем больше будет попыток, тем быстрее тебе повезет. Ты единственный в своем роде. И единственная ошибка – пытаться стать кем-то другим. Мы здесь сегодня в моменте изменения мышления. В моменте, когда мы решили, что будем чем-то другим, чем-то большим, чем-то более значительным, чем то, что мы носили в себе прошлой ночью, кем мы были вчера, кем мы были в прошлом году. Нам не нужен был календарь, чтобы изменить что-либо, кроме как изменить наше собственное мнение, собственное мышление. Запомни этот день. Это твой самый важный момент. Атакуй всем, что у тебя есть, с каждым граммом приверженности, с каждой частицей ясности и сосредоточенности, которые ты можешь собрать. Атакуй своим разумом и своим телом, и атакуй всей своей душой. Теперь, если тебе нужно что-то, с чем нужно бороться, ты это сделаешь. Ты можешь найти это, просто загляни внутрь себя. Ты должен бросать вызов. Ты знаешь, с чем можно бороться. Неадекватность, слабость, восприимчивость к искушению, зависть, обида, разочарование и отсутствие веры. Все это будет мешать тебе. Эти вещи нелегко понять. Зачем же бросать вызов, если нет противника? Да потому что ты должен быть лучше в каждом аспекте. Мы пишем свою книгу каждый день нашей жизни, но мы никогда не читаем эту книгу. Мы читаем кучу книг, как люди хотят быть кем-то другим. И где-то в их жизни был момент, когда они должны были принять решение. Они могут идти влево или вправо по этому пути. Слева был легкий путь, справа был трудный маршрут. Многие люди идут по легкому пути, и таким образом у них была хорошая жизнь. Но лучшая жизнь шла с правой стороны. И единственный способ добраться до другой стороны этого пути – это страдать. Чтобы расти, ты должен страдать. И у тебя может быть 20 лет боли и страданий, чтобы преодолеть это. Но многие из нас умирают, так и не начав свой путь. Ну и что, если ты упал лицом вниз? Нужно начать снова. Учиться на опыте и начинать заново. Не закапывай себя, не приговаривай себя к несчастной жизни. Всю жизнь быть разоренным, всю жизнь быть нездоровым. Жить в отношениях, которые не приносят больше удовлетворения. Нужно сделать еще одну попытку. Нужно быть в фокусе и начать снова, чтобы добиться поставленной цели.